Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Продолжаем анализировать все происходящее вместе с Василием Волгой. Он на связи прямо сейчас. Василий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и мое почтение вашим зрителям. Да, друзья, спасибо большое за то, что присоединяетесь к прямому эфиру. Вы знаете, что прямой эфир — это исключительно расчет на вашу вовлеченность. Оставить свой вопрос можно несколько разными способами. Ну, во-первых, да, это открытое сообщество YouTube, там абсолютно открыто, надо найти наш анонс и там оставить свой вопрос заблаговременно. Если вы за камерную атмосферу общения, там, клуб зрителей Шелеста посетите в телеграм-канале, там тоже есть возможность задать вопрос. И, конечно же, чат трансляции. QR-код, который видите возле меня, это возможность прям написать, чего хотите, мнение, предложение, вопрос на экране в процессе эфира, не дожидаясь финальной части, когда будут озвучиваться ответы и вопросы. Ну и чат трансляции, конечно, общение вживую, живьем, поэтому досмотрите до самого конца наш сегодняшний эфир. В чате уже есть опрос сегодняшнего нашего разговора. Кто будет отдавать долги Украины? Ну и вариант ответов: украинцы поколениями, Путин отдаст, ну или обменяет на активы на Западе, никто не будет отдавать, их просто простят. Ну или еще один вариант ответа: плевать, я вне юрисдикции Украины. Имеется в виду, или не гражданин, или уехал уже, в общем, все, порвал с Украиной, поэтому мне все равно, кто отдает и будет отдавать долги Украины. В общем, такие варианты. Из этих четырех какой самый вероятный? С точки зрения политэконома, да, вот с точки зрения человека, разбирающегося в цифрах, снежный ком этих долгов на кого, на чьи плечи взвалится? Ну, я скажу так, этот снежный ком не столь пока критичен, на самом деле. На сегодняшний день общий государственный долг Украины, он не дотягивает еще 100% ВВП. Ну, конечно, для страны, которая развивается, это тяжело. Для страны, которая останется после войны, если она останется, это критически тяжело. Вот. Но по опыту того, что происходило там с разными странами, которых финансировали и Соединенные Штаты, финансировала Европа, страны, например, Африки, в которых были конфликты, эти долги прощали. Так что я голосую за ту часть, что если Украина сохранится, то Украине долги простят. Это будет в рамках пакета, общего пакета восстановления Украины. Ну, такая, знаете, мечта, розовая мечта. Так долги простят, но все заберут, все, что плохо лежит. А так уже почти все забрали. Весь вопрос в том, что мы с вами имеем еще огромный объем неисследованных недр. Да, здесь вот Николай Янович Азаров, он специалист большой, он же сам как раз-таки и геолог по первому своему образованию, и он часто на этом делал акценты, еще работая премьер-министром Украины. Вот. Ну и сегодня, насколько я слышал пару раз его, он говорит о том, что на самом деле то, что мы отдали Соединенным Штатам Америки, то, что Зеленский отдал Соединенным Штатам Америки, многократно превышает то, что мы должны. Смотрите, мы почему вот начинаем наш разговор с вопроса долга? Потому что сейчас идет очень серьезная драка между западными как раз странами. А Запад, он же как коллективный был, и мы вот поддержку от коллективного Запада получали с началом войны с 22 года, да и до 22 года все как бы устремления были на Запад, вписывали в Конституцию НАТО, а тут НАТО разваливается. Буквально перед нашим эфиром выходит новость с господином Макроном. Это, конечно, нечто. Тот, который осуждает, собственно, Трампа, критикует его за угрозы выйти из НАТО и отвергает возможность участия Франции в операции на Ормузском проливе. Союзы, подобные НАТО, определяются тем, что не говорится вслух, говорит Макрон, то есть доверием, которое лежит в их основе. Если вы каждый день сомневаетесь в своих обязательствах, вы подрываете доверие. Как бы тонко, прозрачно, ну не совсем тонко, толсто, намекая на Трампа, говорит Макрон. Действительно ли все так плохо? Как оцениваете последние события, заявления? Или это вновь для того, чтобы шатнуть рынок, к ноге хозяина кого-то подтащить за поводок? В общем, действительно, Иран показал, что НАТО не существует. Да, и я считаю, что это очень хорошо.
Я не считаю, что все так плохо. Я считаю, что все только сейчас начинает становиться хорошо. Потому что мое глубокое убеждение, содержание моей политической деятельности на протяжении 2 десятилетий – это открыть миру, во всяком случае, украинцам истинное лицо НАТО. Это преступник, это мировой бандит, у которого руки по локоть в крови. Есть очень интересные исследования сегодня одного профессора, который набирает огромную популярность в европейских странах, в первую очередь в немецкоговорящих, это Германия, это Австрия, это Швейцария, немецкая ее часть, Даниэль Ганцер, профессор, историк, вот, который, в общем-то, имел свою докторскую диссертацию «Исследование незаконных войн НАТО во всем мире». Так вот, он называет цифру, что НАТО убило мирных жителей, я подчеркиваю, мирных, это женщины, дети, это не военные, мужчины, старики, мирных жителей за послевоенное время, то есть с 1945 года по сегодняшний день, около 10 миллионов человек. Только во Вьетнаме американцы убили мирных граждан 2,6 миллиона человек. Ну и по этой причине, когда НАТО крушится, когда сегодня в том числе начинают открываться глаза на НАТО, что это такое, вот то, о чем Макрон говорит, то, о чем не говорят вслух, тайные договоренности о том, на кого опять напасть, кого ограбить. Вот. И по этой причине, когда НАТО крушится, то я вам скажу, это хорошо. Ну и да, действительно, мы сегодня видим, что НАТО крушится из-за того, что проблемы и противоречия, которые существуют на самом Западе, они стали критичными. И в первую очередь предельными. То есть дальнейшее сосуществование этих союзов, я имею в виду Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, который действительно во многом эксплуатировал военную мощь Соединенных Штатов Америки, проще говоря, живя за счет платежей Соединенных Штатов Америки в этот самый блок НАТО. Сам не доплачивал, проще говоря, уворовывал. Ну, здесь трудно с Трампом не согласиться. Вот. Но количество противоречий, когда сегодня растущие экономики мира, ведь все экономики мира существуют по одному важнейшему показателю – рост ВВП. ВВП растет – хорошо, ВВП не растет – плохо. А что такое рост ВВП? Это рост комфорта, это рост выпуска товаров и услуг. А где их взять? Ресурсы нужны. А ресурсы вырабатываются планетой. И вот сегодняшняя вот эта схватка, ресурсная схватка, схватка за ресурсы, за редкоземельные ресурсы, ну, в принципе, за энергоресурсы, с которыми мы сегодня столкнулись, наблюдая схватку с Ираном. Вот. Это то, что приводит к противоречиям между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. И да, я думаю, это неизбежно. Я думаю, неизбежно этот блок рухнет. И это произойдет на наших с вами глазах. И вообще Европа в этой ситуации остается самым главным козлом отпущения. Вот, Александр. И надо, наверное, знаете, за все надо платить. И у Европейского Союза тоже наступает то время, когда за 500-летний колониальный период, который, собственно говоря, и позволил Европе создать тот объем богатств, как еще Адам Смит это очень точно подметил, да, источники происхождения богатств народов в его работе. Вот. Так вот, этот вот колониальный период, эксплуатация рабского труда, работорговля, то есть все, в чем Европа виновна и за счет чего она создала эти свои несметные богатства, ну что, пора платить. Мгм. И первый, кто ей предъявляет счет, это, собственно, европейское произведение, Америка. Смотрите, Америка сейчас ведет себя достаточно, Трамп, не Америка, Трамп, достаточно сумасбродно и как бы виляет со стороны в сторону. То этот Ормузский пролив не нужен, то будем бомбить, пока не откроют. Иран говорит, так мы открываем, пожалуйста, уже есть список стран, которые там им можно, всем остальным как бы нежелательно и нельзя. Продолжаются удары по странам залива. Страны залива говорят, ну что ж, это как бы дождь этот надолго, давайте тянуть трубы. Куда? Ну, я так понимаю, в сторону Израиля, да, то есть трубопроводом будем пользоваться, чтобы обойти этот Ормузский пролив. Почему Трамп, путается в этих показаниях? Сегодня говорит одно, а завтра другое. Так нужен он ему или не нужен? Что с Ираном?
переговорами решится вопрос рано или поздно, или уже как бы и не с кем говорить, и все будет вот в такой колее бомбежек, ударов и, ну, простите, вот такого смертоубийства, когда будут посылать вот эти все смертоносные железяки друг другу. Ну, имеется в виду американцы и израильтяне Ирану, а Иран куда посчитает нужным, куда достанет. Ну, я не соглашусь с вами, Александр, в утверждении того, что Трамп ведет себя сумасбродно. Я соглашусь с тем, что Трамп садист. Собрал он вокруг себя команду садистов. Это люди, которые не имеют совершенно никаких нравственных корней, основ и границ. Тогда, когда показывают на весь мир, как они молятся за то, чтобы их американский какой-то там божок, уж я не знаю, которым они там молятся, направлял их бомбы и ракеты против мирных городов Ирана, то здесь, конечно, очень трудно это принять просто обычному христианину. Вот, это первое. Второе, несмотря на то, что это садист, это очень рациональный человек. Да, слова Трамп использует как туман. По-моему, мы еще не видели в современной истории человека, который до такой степени использовал бы слова для того, чтобы навести тень на плетень. Уж не помню, кто там сказал, никогда так много не врут, как во время войны и на охоте. Да? Вот. Так вот, Трамп врет ежедневно, врет много, максимально запутывает ситуацию в двух целях. Цель первая – это действительно запутать и не дать противнику понять, что он будет делать. А противник для Трампа сегодня весь мир. И второе – это заработать. Заработать самому, когда вдруг после тех или иных заявлений Трампа какие-то акции взлетают, какие-то падают, и появляются какие-то компании, которые вовремя успевают купить или продать. Так вот, смотрите, перед Трампом стоит две ключевые задачи. Задача первая. Как-то решить вопрос внешнего долга. Внешний долг, в принципе, государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые достиг отметки 40 триллионов долларов. Это катастрофическая цифра, при том, что валовый внутренний продукт Америки составляет 20 триллионов долларов. То есть, вот это проблема. Помните, мы начинаем с самого начала наш разговор. Я говорю о том, что сегодня общий долг Украины составляет 90% от ВВП. У Соединенных Штатов Америки общий долг, внешний, внутренний, составляет 200% ВВП, то есть в 2 раза больше. Что там надо решать? Дестабилизация ситуации в мире приводит к тому, что деньги бегут к нему. Мы это уже рассматривали, первый вариант. Вторая задача, которая перед Трампом стоит, и она очень серьезная, ее просто так не решить, это перевести промышленные гиганты Европы на американскую территорию. Как это сделать? Смотрите, он находит ход, на самом деле этот ход гениальный. Через энергию. На сегодняшний момент у нас с вами европейский регион – это единственный регион мира, который вообще практически не добывает нефти. Нефть добывается чуть-чуть в Норвегии, это там буквально 1 миллион баррелей в сутки. Но потребляет Европейский Союз 10 миллионов баррелей в сутки. Внимание! Зависимость от импорта нефти Европейского Союза составляет 90%. Что это означает? После того, когда Европейский Союз вводил кучу санкций против России, после того, когда Украина помогла Европейскому Союзу избавиться от дешевого газа, в Европейском Союзе ситуация критична в том смысле, что он привязан по газу к Соединенным Штатам Америки, по нефти он привязан именно к Ормузскому проливу. Он привязан к странам Персидского залива. Трамп, дестабилизировав сегодня ситуацию в Иране, да, последняя важная цифра, но без нее не получится объяснить логику действий Трампа. Эта цифра важна. Мир сегодня добывает в день 100 миллионов баррелей. Там 101, 102, это плавая цифра, не имеет значения. 100 миллионов баррелей. Потребляет мир 100 миллионов баррелей. Понимаете? То есть, это не экономика избытка, а это экономика баланса и дефицита. Что происходит, когда вдруг падает это производство, падает добыча хотя бы на 2-3 миллиона баррелей? Резко растет цена. Почему?
страны начинают перекупать друг у друга контракты. Ну, контракты от стран производителя нефти, стран, добывающих нефть. И в данной ситуации в самом критическом положении находится Европа. Если только Ормузский пролив, это 20% всей нефти, это 20 миллионов баррелей в сутки, а Европе 10. Если там только уменьшится на 10, понимаете, что произойдет? На самом деле, на сегодняшний момент Европа находится в ситуации, когда она не на словах, а реально, на деле, может оказаться в положении после Первой и Второй мировой войны. То есть, когда на самом деле рухнет. И это будет так же неожиданно, как рухнул Советский Союз, когда этого никто не ждал. Дестабилизация, которой добился Трамп в данной ситуации, уже в Европе введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста цен на нефть, из-за дефицита нефтепродуктов. Уже на сегодняшний момент слушаем постоянно рекомендации в отношении того, что ограничить скорость автомобилей, там одно, второе, третье, в общем-то, меры по стабилизации энергетической ситуации. Но если действительно возникнет дефицит, то тогда автомобильная промышленность, тяжелая промышленность, ну тогда, собственно говоря, все энергоемкие предприятия Европы вынуждены искать пристанище. Трамп добивается своей цели. У Соединенных Штатов тоже интересно. Я боюсь, что перегружают цифрами, наверное, Александр. И это очень важные цифры. Дело в том, что если вот зритель, который нас с вами смотрит, поймет этот баланс, ну то есть это очень просто баланс, 100 миллионов баррелей в сутки, и поймет, что у Европы вообще негде взять нефть, поймет, в каком положении находится Европа. Когда Трамп сегодня так себя ведет, так банкует, он понимает, у него тоже дефицит, у Трампа. Соединенные Штаты потребляют ежедневно около 20 миллионов баррелей, но добывают только 13. Они тоже 7 миллионов баррелей постоянно импортируют. Но Трамп провел сверхэффективную операцию в Венесуэле. Да, сейчас снял санкции с этой Родригес. Да. Так точно. И Именно она поэтому она мы его можем сделать поблагодарила вывод. сегодня. Говорит, спасибо, Дональд Федорович. Спасибо Так вам. точно. Так точно, понимаете? Хотя сегодня Венесуэла добывает только 1 миллион, но Венесуэла имеет самые огромные в мире разведанные запасы нефти. При американских технологиях это не составит большого труда. Уже есть много публикаций об этом, что достаточно 3 месяца, полгода для того, чтобы запустить необходимые дополнительные 6-7 миллионов баррелей добычи для того, чтобы компенсировать полностью в Соединенных Штатах Америки внутреннюю потребность. Именно из-за Венесуэлы сегодня Трамп кругом говорит, выступает о том, что у нас своей нефти достаточно. Ну, хотя у него дефицит в 7 миллионов баррелей в сутки. И вот ситуация. Трампу сейчас на самом деле выгодно оставить ситуацию такую, какая есть, уйти. Иран, вот этих 5 условий, которые Иран сейчас выдвинул своих, да, первое, мир, а не перемирие. Второе условие, агрессор должен быть назван и наказан в соответствии с действующими нормами международного права. Третье, компенсация всех потерь, понесенных Ираном из-за этой войны. Четвертое, это снятие всех до единой санкций. И пятое, никто не имеет права лезть в ядерную программу Ирана. Это означает, друзья, мы с вами продолжаем воевать. То есть не называйте поражение победой. Если Трамп уходит в этой ситуации, Иран продолжает это требовать, продолжает наносить удары по странам. От кого требовать, если он уходит? Тут погодите, тут очень интересно рассмотреть эту ситуацию, ну, как бы, да, по акторам. По акторам. Вот есть Израиль. Нетаньяху говорит, качайте через нас, давайте построим трубу, страны Персидского залива. Сегодня там все переполошились, что там чуть ли не Арабские Эмираты могут вступить в войну. Об этом постоянно пишут, как бы подталкивают это решение. Хотя, ну, месяц прошел, даже больше, могли бы уже и вступить, если как бы так надо. Да, и такая вот прям есть потребность пробить этот пролив непробиваемый, Ормузский. И Трамп его, говорит, не хочет, он использует его в политических целях, об этом вы сказали выше. Но тут интересно по акторам. Смотрите, Трамп уходит. От кого требовать продолжает Иран?
Ну, от кого? От Соединенных Штатов и мировой общественности. Знаете, запустить войну на самом деле просто. Это дело нехитрое. Вот, как показывают последние события нашей с вами жизни. Вот. А остановить войну очень трудно. И когда реализовано то, что реализовано Соединенными Штатами и Израилем, имею в виду, до тех пор, пока это была угроза, эта угроза давила. Иран даже когда и отвечал на удары Израиля, например, то помните, какие это были осторожные удары по пустырям. Да? Люди даже как-то подсмеивались, подшучивали над этим. Да? А Иран боялся этой угрозы реализации. Но вот угроза реализована. І, як показав опыт, не такий черт страшний, як його малюють. Оказывается, что даже когда обезглавили все руководство Ирана, то Иран на сегодняшний день представляет из себя самовоспроизводящуюся систему власти. То есть, это очень уникальное явление для нас. Вот. И вот когда эта самовоспроизводящаяся система власти показывает такую устойчивость, когда все разговоры о том, что у Ирана ракет осталось на 1 или на 2 дня, оказываются пустотой, когда Иран системно продолжает наносить точечные и точные удары по странам Персидского залива, то нужно сказать, что Иран, собственно говоря, в данной ситуации всех удивил, и войну продолжать он будет. Посмотрите, вот буквально вчера по средствам массовой информации, Европы, я не знаю, как там в Соединенных Штатах, по телевидению пронеслись кадры многомиллионных акций протеста в Иране. Не знаю, видели вы это, не видели, но тут телевизоры все об этом кричат. Когда народ выходит и требует мести за мучеников, мести за аятоллу, и все руководство Ирана, которое народ уже почувствовал, Штаты откатываются. А если это так, то почему Ирану не продолжить далее наносить удары по противникам, которые стремятся сейчас объявить ему войну и дестабилизировать ситуацию во всем мире? Он просто продолжит это делать, потому что это в его интерес. Потому что даже если следовать логике международного права, хотя на него все уже плюнули давным-давно, то Иран жертва агрессии, которая себя защищает. И если только еще эти страны типа АО, или саудиты, или Катар втянутся в эту войну, объявят войну Ирану, я могу сказать, знаете что, Европу можно заколачивать досками в этой ситуации. Потому что Европа просто остановится. Она просто остановится. Мы сейчас о Европе поговорим, Василий Александрович. Я хотел бы ваше мнение узнать вот по поводу вот этих вот ударов и предела прочности Ирана. Значит, иранское агентство ФАР сообщает, что США и Израиль нанесли удар по одному из ключевых инфраструктурных объектов страны. Это мост Б1. Он соединяет Тегеран с западными регионами. По данным источника, мост был открыт в начале текущего года и считается самым высоким на Ближнем Востоке. Сообщается, что в общем, есть пострадавшие в результате этой атаки, в том числе, и в отличие собственно, от того, что происходит в Украине, давайте так. Во-первых, эта война показала, что выбивается верхушка, бьется четко, конкретно по элите, по руководителям, в отличие там иранская война и украинская. И дальше вот удары по мостам, они, конечно, были в нашей войне, но это точечная локальная история, то есть никто не перерезает, условно, Днепр, да, никто не бьет даже по развязкам мостов через Днепр, никто не уничтожает логистику, много там этих разговоров, а почему вот только сейчас принялись бить по западу Украины последними вот этими ударами, шахедами, то есть геранями, которые летят в огромном количестве, там изменили немножко тактику пусков, но никто не бьет по мостам через Днепр, да. Это четко видно. Даже если там что-то прилетало, то, в общем, несущественного поражения. И помните, даже говорили, ой, да невозможно, они там строят так, что там только ядерная война. Даже вот этот у Гордона специалист, руководитель Fairpoint, отдельно коснемся и вот его бравады, там, этих наших баллистических потуг украинских, угроз стереть там Москву с лица земли, вот эти все вещи, о том, что Орешник подбили. Даже он говорит, что ядерный удар только может снести Крымский мост. Соответственно,
какую-то сказку нам лепят из того, что мост это какое-то что-то непобедимое. Но вот Иран опровергает эту историю. Вообще, если так сравнивать две войны, мы понимаем, что абсолютно другие подходы. Вот есть много похожего, да, ну, имеется в виду, что целью не победить Иран, у Трампа цель не победить Иран. Он говорит, мы его и так уже победил. Там ущерб колоссальный, я все разбил, я все там отбросил их на 15 лет назад, ну или там сколько там лет назад. А цель вообще в другом вот этого замеса, об этом вы говорили выше. Ну, это правда. И в Украине тоже. Цель же не там, уничтожить Украину, а цель победить вот эти монархии, глобалистов, и вот этот вот, да, вот эту силу мировую. Но методы другие. И нам открывается страшная тайна. Оказывается, можно и руководителей убивать направо и налево, и мосты перебивать. Ну, я боюсь, если дойдет до сухопутной операции, хотя пока что не видно этого, но об этом активно пишут, то еще и в сухопутной операции нам покажут, как воюется. Ну да, американцы показывали, я уже приводил Вьетнам, 2,6 миллиона. 8 лет шла война, 2,6 миллиона мирных граждан убили американцы. Это сравнимо с тем, что делали фашисты, немцы на территории Украинской Советской Республики, вот, на территории Украины. Да, здесь мы говорим с вами о двух разных методах ведения войны. Да, действительно, Россия не ведет войну, так как ее ведет Иран, и Израиль и Соединенные Штаты. Израиль ведет войну религиозную. Израиль показывает методы религиозного геноцида. Ну, если кто-то сомневается в этом, то был такой прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в 2024 году подал обращение на задержание и арест Нетаньяху по фактам геноцида против палестинцев. Когда 2 миллиона палестинцев закрыли, не выпускали с территории Газа, вот, и наносили по ним удары современным оружием, не пропускали даже воду. Какое количество людей и сколько там сотен тысяч погибло, мы не знаем. Под завалами находится огромное количество трупов, и никто этого еще не разбирает. Но масса людей погибли от болезней, от жажды, от голода, от ранений и невозможности получить антибиотики, чтобы себя вылечить. И Верховный Международный уголовный суд, я напомню, выдал ордер на арест Нетаньяху. Соединенные Штаты и Израиль над этим посмеялись. Они сказали, да плевать нам, у нас силы военной много. Вот, мы вас признавать не будем. И действительно, их методы – это методы тотальной войны. Так они деградируют. Вы же видите, это же просто что-то несусветное. Вот, они такими всегда были. Вот, когда вот мы с вами начинали передачу с того, что это плохо, там, что разваливается НАТО, я говорю, что это хорошо, потому что разваливается агрессивный блок, который ничем не отличается от гитлеровской Германии по методам ведения войны. Абсолютно ничем. Для этих людей не существует ни правил, ни детей, ни женщин, ни стариков. Нет, смотрите, и не существует не единичном, а не существует в миллионах. В миллионах, плевать им на это. Есть их интересы, их экономика и их комфорт. Ради этого комфорта, если надо убить там 100 000 палестинцев, они это делают, не моргнув глазом. И вот это то, что мы сегодня видим. Россия действительно. Знаете, сейчас мы видим, что разговор о том, что Россия проводит не войну, а специальную военную операцию, подтверждается самой жизнью. Ибо эта война выборочная. Про Израиль очень важная новость дня вчерашнего и там и вот последних дней, да, позавчера. В общем, принял Израиль смертную казнь для террористов. И сегодня разошлось видео, как Бен-Гвир, да, радуется этому делу. Значит, вот он выходит и показывает вот эту камеру. Ну, там все равно ничего не понятно, да, он там на своем. Он говорит, смотрите, вот здесь показывает виселицу и говорит, я умираю от нетерпения, когда уже эта вот камера заработает. Слушайте, ну, нам постоянно говорили, Израиль такой прям продвинутый, цивилизованный Израиль. Украина должна быть как Израиль, понимаете? Я на секунду представил Украину, которая идет по этому пути,
Не знаю почему. Ну, потому что, наверное, внесудебные расправы, наверное, потому что там просто так могут под санкции в СИЗО закинуть, могут прийти отжать, что плохо лежит, могут переговорщика первых переговоров Киреева в центре города в затылок, а потом выбросить, понимаете, могут, ну это все, могут ракету навести, то есть, ну это все как-то и так делается, да, но если вот еще этот инструмент нашему, ну я кавычу, но кто-то не кавычит, полуизраильскому руководству дать в руки и как передовой опыт, но это просто тогда пиши пропало. А все к этому идет. Никто не мог подумать, что Израиль вот это проголосует, и при всех там их там при всех их истории, при всех там политических, при всех там тяжелых моментах войны с Ираном, Хизбалла, там Хамас, то, о чем вы говорили. То есть это же длинные были все-таки это войны, и там как бы никто... Ну, в общем, Израиль получает тоже. Последние события, последние прилеты нам об этом указывают. Но даже при всем при этом думать, что они вот это проголосуют, ну, например, было такой неожиданностью. Причем можно кричать в соцсетях, что да, это справедливо, но по факту это откат. По факту это средневековье, по факту это полный пересмотр всего того, что представляет из себя цивилизация и ну, какое-то развитие в сторону там, какого-то гуманизма последних веков. Да, сброшено всякие покрывала из там каких-то прав человека, из каких-то разговоров. Но так Израиль сегодня имеет дело и имеет максимальную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, в которой в половине штатов смертная казнь и не отменялась, а самым активным образом применялась. Да. Это звериные методы Запада, которые, собственно говоря, всегда работали и существовали. Но, знаете, все-таки... Вот вы говорите, Александр, не вспоминать историю, там, не брать этот политический контент, который... Но все-таки я попробую параллель провести. Ведь появление израильского государства, которого не существовало вообще никогда. Ибо израильская провинция Римской империи, вот, которую разгромил Тит в 70-м году нашей эры, но это не было государством. На протяжении длительного времени, то есть 2000 лет, там вообще не было даже признаков какой-то израильской власти. Это не соседнее государство, которое пришло атаковать Палестину. Это вдруг было государство, вот ваше государство, Украина, давайте возьмем, например. И вдруг в какой-то части Украины принимает решение международной организации и выбрасывают массу людей, которые говорят, все, это наша территория, а вы подвиньтесь. Международные структуры становятся вдруг на сторону этих людей. По какой причине? Ну да просто все. На самом деле, ну, ни для кого не секрет, что евреям это очень талантливые ребята, талантливые в финансах, в медицине, масса из них нобелевских лауреатов. Да? Так вот, эти талантливые ребята имеют в своих руках более 90% мировых богатств. Организовать решение международных органов в отношении того, что теперь в Палестине будут жить евреи, то есть вашу квартиру, мы заселяем там 3-5 человек, семью какую-то. И вот теперь вы, пожалуйста, выезжаете из Циммер, вон он Циммер, из центральной комнаты выезжаете своей, из кухни вы выезжаете своей и будете селиться где-то там. Когда начинается естественное сопротивление со стороны граждан этого государства, их начинают убивать. Их начинают убивать массово. Под эти убийства Соединенные Штаты Америки дают все необходимое. Да? Ну вот у вас был недавно один израильтянин, который выступал у вас на канале, который рассказывал, что он принимал участие в нескольких таких войнах. Правильно? Яков Кедми, который принимал участие в этих войнах, я имел возможность с ним быть знакомым и несколько раз говорить об этих войнах. И каждый раз мы упирались на то, когда я спрашивал, подождите, но вы пришли в чужой дом, закрывался человек. Просто никакого понимания больше не находилось. И вот сегодня эти люди вот в этом состоянии озверения, такого тотального кругового геноцида, который они устраивают, да, получая поддержку самого мощного военного и финансового государства мира. Они сегодня сбросили всякие покрывала, сказали, будем казнить. Будем казнить. И теперь получается, знаете, это как
Если Зеленскому еще дать такой же инструмент казни, сегодня все тюрьмы украинские полны людьми, которые поставили клик под высказыванием, которое альтернативно точке зрения действующей власти. Ну так какое количество из них через виселицу пройдет? Огромное количество. Зеленский также останавливаться не будет. И вот здесь, знаете, я думаю, что сегодня и многим бы вашим зрителям, Александр, задуматься над этим вопросом. Происходящее. Геноцид, который устраивают Соединенные Штаты и Израиль. То, на чьей стороне воюет сегодня исполняющий обязанности президента Украины Зеленский. Это все одним миром мазано. Друзья, это на самом-то деле сборище садистов, которые достигают своих целей через массовые убийства, через геноцид, через разрушение целых стран, через уничтожение порядка. Вот я попытался, я так, знаете, чувствую, что вроде бы пересыпал цифрами, излишне перегрузил, это трудно в голове удержать. Я попытался объяснить простую истину. То, что делает садист Трамп, он решает проблемы, которые могут решаться в переговорном порядке, да, это может быть долго, в экономическом порядке, в порядке сотрудничества, но тогда придется искать какие-то компромиссы, а он компромиссов не хочет. Это, знаете, какой-то рыжий пират Дональд, я не знаю, как его еще назвать, как Морган в свое время. Вот. То есть, это пирата, я имею в виду Моргана, да, то есть это человек, который приходит и забирает чувство, что у него утекает из рук. Чувство, что сегодня вырастают два центра сопротивления этому гегемону. Россия и Китай. И он тогда решает, стойте, пока есть возможность, я свою гегемонию укреплю тем, что я поставлю Европу в коленно-локтевую позу Она сама и заберу становится. Европу. Так она сама становится. Ну вот смотрите, вот эти все козни вокруг Орбана, это же, опять, есть люди, конечно, тут политика, тут понятно, Зеленский атакует Орбана, прослушка Сиярта, эти комиссии, которые не могут посмотреть нефтепровод «Дружба», и как-то так странно получается, вроде ж как Еврокомиссия направила специалистов, а им не показывают, а что не показывают? Ну или не укатали, или как бы, ну то есть говорит, а давайте дадим на ремонт деньги вашей дружбы. Вы же говорите, что она разбита россиянами. Мы выделим деньги, отремонтируем, пустим нефтепровод. Так, подождите, так покажите разрушение. Ну, на что деньги давать? Непонятно. То есть это же артерия, там, понятно, не такой высокий объем, да, то есть прокачки, но это хотя бы что-то на фоне этого роста цен. И вот тех цифр, которые вы приводили по потреблению добычи в самой Европе. Но Европа, ну, такое ощущение складывается, что ну, как бы не шибко рвется открывать эту дружбу и укатывать Зеленского. А Зеленский этой трубой торгует, вмешивается в выборы в Венгрии, то есть он пытается... Ну, так, подождите, ну хорошо, пришел Мадяр, ну так а что, дружбу откроют? Мадяру откроют, а Орбану нет? Но это же немножко другие вещи, потому что, когда мы говорим о надстройке наднациональной, европейской, там же тоже должны быть какие-то планы. И такое ощущение, что всех устраивает перекрытая дружба, никто особенно на Зеленского не давит, в плане того, что давай, пускай. Ну и как-то так и хорошо, понимаете? Так а что ж хорошего? Цены-то в Европе на бензин растут и будут, похоже, расти. Да, если хотя бы продлится война в Иране, или если Трамп уйдет, а Иран продолжит воевать со странами Персидского залива, хотя бы до сентября, то у нас есть все перспективы получить нефть по 170, 180. И я не исключаю то, что сказал президент Египта Сиси. Я не исключаю, что нефть может дойти $200. Но $200 – это полный коллапс Европы. То есть, мы можем знать, и с чем, спрашивают, можно это сравнить. Это, ну, в некоторой степени, в общем-то, это несравнимо. Что будет, если цены будут 170, 180 или $200 на нефть? То есть, это несравнимо, но в некотором смысле. Это 2008 год.
когда было, может быть, помните, крушение банка Lehman Brothers и масштабный мировой финансовый кризис, тогда падение ВВП Европы в общем составило 5%, вот, тогда падение Германии 5% было, Франции 7%, Испании 8%, если мне память не изменяет, но, по-моему, я точно помню цифры. Вот. И второй – это пандемия. 2021 год или 2020 год, да, когда у нас была пандемия. Вот. Тогда падение в Европе было почти 6%. Испания тогда потеряла 11%. Ну и тогда была ситуация массовых увольнений, массовой безработицы. Но при всем при этом, например, пандемия – это была административная остановка экономики. То есть, когда экономику выключили, сказав людям не ходить на работу. И когда туризм, например, Испания пострадала сильно, когда был туризм. Что произойдет, если отключится нефть или она будет по $200, представить последствия этого, собственно говоря, ну мы пока не можем, у нас не с чем этого сравнить. Почему так ведет себя Кайя Каллас? Почему себя так ведет Урсула фон дер Ляйен? Почему таким образом себя ведет Европейский Союз, выстреливая себе в ноги, да и в голову, пожалуй, уже выстреливая? Я могу это объяснить только политической инерцией. Только политической инерцией и тем, что действия Трампа на международной арене, они столь необычны, что ли, как какое-то слово подобрать-то, да? А они столь исключительны, что никто этого ожидать не мог. И последствия разворачиваются до такой степени быстро, что отреагировать адекватно к этим последствиям, к этим вызовам, которые встают перед Европой, Европа сегодня не в состоянии. И поэтому все идет просто по инерции. Это инерция политического процесса. Знаете, как мельница истории мелит медленно. Но также и политические процессы, они двигаются медленно. Все находятся в рамках, я думаю, вы знаете, самого настоящего обалдевания. Это вот трудно, знаете, это трудно услышать человеку, который привык, что, например, я прихожу на предприятие, и у меня на предприятии все спланировано. Есть план, есть график, мой начальник планирует мою деятельность, и у человека с годами складывается впечатление, что и в мировом масштабе есть какое-то мировое правительство, кто-то что-то продумал, за этим кто-то стоит. Потому что представить человеку очень часто, что за этим никто, кроме интересов, жадных интересов, случая, и у кого как получилось не стоит, очень трудно. Но это так. Мы сегодня с вами, когда только качнули ситуацию, находимся в ситуации неуправляемого хаоса. Я подчеркиваю, неуправляемый хаос. Но в этом неуправляемом хаосе существует вот эти вот политическая инерция, вот эта политическая инерция, по которой они продолжают так действовать, собственно говоря, доводя Европейский Союз до разрушения. Да, и последний такой нюанс, Александр, в этой ситуации. Европейский Союз также еще действует в соответствии с нормами и инструкциями, которые являются его способом действия, проще говоря. То есть, вот они собрались, представители внешнеполитических ведомств Европейского Союза, приняли решение. Принято решение в соответствии с законами Европейского Союза, утвержденными Европарламентом, должно исполняться. И тогда, когда оно исполняется, они совсем недавно собрались и сказали, что нет, мы не будем там действовать таким образом или таким образом. Но изменившиеся условия не позволяют чиновнику Евросоюза поступить каким-то образом адекватно к изменившимся условиям. Вот понятно ли я объясняю эту ситуацию? То есть, Европейский Союз – это такая очень сильно инертная машина, которая действует в соответствии с правилами, которые медленно меняются. И если эта машина набрала определенных оборотов, то она не может остановиться в соответствии с новыми возникшими вызовами. Вот поэтому они себя так и ведут. Да, знаете, вопрос же только заключается в том, дойдет ли до войны с Россией. Прямых ударов. Мы видим, как Кремль
Ну, по своим соображениям не отвечает на Усть-Лугу, дальше там другие, скажем так, вот эти фортили. Ну, а Кремль просто выжидает. Понятно, что санкции сняли с танкеров, пропустили на Кубу нефть, ну, и много таких духовитых вещей Анкориджа. Но вместе с этим Украина конкретно говорит, будем лупить по Москве. Ну, то есть, вот у нас наша баллистика. Насколько она наша, тут как бы вопросы такие. Украина уже использует воздушное пространство Евросоюза и НАТО. То есть это конкретно подставит блок и Трампа, который только говорит о выходе из НАТО, но по факту уже является частью НАТО в дальнейшем. То есть это реальные угрозы. Зеленскому выгодно расшатать ситуацию до такой степени, до степени там Третьей мировой войны, когда условно и все, кто и новые члены, и старые члены НАТО, вот в военном смысле будут наносить удары по России, например, чтобы, как говорится, усмирить агрессора. Ну так себе видит эту логику Зеленский, потому что сами-то не справляются. Но без Трампа, насколько это будет эффективно, без Соединенных Штатов Америки, если те просто, ну, как бы не просто утрутся тем, что базы не дали, воздушное пространство поперекрывали. Австрия сослалась на нейтралитет, ну, как бы Австрию понять можно, но Испания, Франция, да, Италия, это же другой коленкор совершенно получается. Как вы видите эти риски? Потому что, ну, как-то так тревожно Лукашенко выражается, говорит, готовимся к войне, а Лукашенко чего? Ну, Лукашенко выступал перед своими военными, а военные должны готовиться к войне. И тем более в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я скажу так, Александр, я не вижу столь трагичной ситуации, даже наоборот, я вижу оптимистично. Ну, если вдруг Европейский Союз, вернее, когда, это уже не вдруг, когда Европейский Союз останется без Соединенных Штатов Америки, он не противник России. Здесь не о чем говорить. Уже для России перекрыть Ормузский пролив не составит вообще никакого труда. Понимаете? Еще раз я говорю, нефтяной рынок – это рынок баланса. Потеряли 2-3 миллиарда баррелей нефти. Первый, кто страдает в мире, это Европейский Союз. Это первое. Ну и к тому же армия Европейского Союза – это только насмех курам. Это не то. Вот. Но я не вижу, что к этому идет. Вот опять-таки, я слова того же Трампа и того же Лукашенко, я их выключаю, эти слова. Но Путин по большей степени сейчас вообще молчит. Ну, таких глобальных заявлений, во всяком случае, мы от него не слышим. Все больше какие-то там рабочие вопросы, связанные с внутренним положением внутри Российской Федерации. Вот. Что происходит между Россией и Соединенными Штатами? Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти. Вот, мы говорят, на время, но Трамп тут же заявил, что мы надеемся, больше возвращать не придется. Далее Соединенные Штаты снимают санкции с банков Беларуси. С банков, которые находятся в международной системе расчетов. Что означает снятые санкции с белорусских банков? Да их с России сняли. Потому что в едином союзном государстве это почти единая финансовая система, через которую Россия легко будет осуществлять международные расчеты. Это упрощает ее работу. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что вот эта дестабилизация и эти удары, которые направлены по Ирану на сегодняшний момент, удары Ирана в ответ приводят к тому, что в России начался дождь из нефтедолларов. Я напомню, российский бюджет рассчитан из этого года, рассчитан исходя из 59 долларов цене нефти. Слушайте, она уже 115 долларов. Понимаете? 59, 115. Это Россия получает огромный профицит. Уже появляются разные оценки. Только по одной нефти там получается, что Россия до конца года сможет 15-20 миллиардов дополнительных получить. Но если мы возьмем сегодняшний рост стоимости энергодобывающих энергетических компаний России, то мы получаем сотни миллиардов. Сотни миллиардов долларов, которые получает Россия. Что дальше? Мы видим приглашение от Конгресса Соединенных Штатов Америки, депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Конгресс с какой целью? Ведь как озвучивает американская сторона эту цель приезда? Ради налаживания дружеских
отношений между конгрессменами Соединенных Штатов Америки и законодательным органом Российской Федерации. Кто возглавляет эту делегацию? Делегацию возглавляет Вячеслав Никонов, внук знаменитого Молотова. Братцы, вы понимаете, это, ну разве слепому не видно, что это всему миру заявка? Пакт Риббентропа-Молотова, помните? Что произошло? Ну вот тогда, собственно, этим пактом Риббентропа-Молотова кого-то разделили и часть Польши присобачили к Украине. Вот ту самую часть, которая сегодня намутила столько воды на Украине, откуда и родился нацизм этот украинский, откуда это все пришло, и изуродовало украинца до того вида, в котором мы его сейчас видим в огромном количестве, к сожалению. Пакт Риббентропа-Молотова. Трамп с Путиным всему миру говорят: братцы, внук Молотова по той причине, что там что-то делят. Что дальше мы видим? Мы дальше видим активизацию, работу по космосу. Между Соединенными Штатами и Россией готовится новый экипаж для совместного полета на орбиту. Что мы дальше видим? Мы дальше видим пакет в 14 триллионов долларов, по которому не останавливается работа в Женеве. Просто не останавливается. Рабочие группы Соединенных Штатов, бизнесмены России, бизнесмены Соединенных Штатов, Дмитриев, высшее руководство Соединенных Штатов приезжают и встречаются, постоянно решают эти вопросы. Я вижу на самом деле определенно, да, еще момент. Куба, полнейшая блокада Кубы. Для меня эта блокада Кубы, знаете, для меня таким показателем было: пройдет танкер российский, либо не пройдет. Угу. Был такой, знаете, момент, когда танкер проходил Ла-Манш, как вот там Анатолий Колодников или как там. В общем, танкер этот проходил Ла-Манш, и он шел в сопровождении российского эсминца. Французы и англичане наблюдали по обе стороны, но, конечно, не решились, потому что военное сопровождение. Но потом было чудо. Танкер вышел из Ла-Манша, эсминец развернулся, ушел обратно и пошел самостоятельно. Тишина 2 суток. Все молчат. В СМИ ни слова. Пройдет он эту линию, которую Штаты провели, или не пройдет. Мы получаем сообщение, когда позавчера, пришвартовался на Кубе. Трамп просто: Володь, ну да, надо, давай, проходи. Давай, нормально. Так что такое за блокада Кубы? Блокада Кубы – это демонстрация Венесуэлы. Не выпрыгивайтесь. Будете нормально работать, будет все хорошо. Нет, заблокируем. Вот наши способности какие. Совместно Трамп с Путиным достигают огромного сотрудничества. Просто это сотрудничество расширяется на наших с вами глазах. Что я забыл? Пожалуй, еще сухогрузы, да? 3 сухогруза, с которых сняли санкции, контейнеровозы. Опять в пользу Российской Федерации. Ну, еще один танкер сегодня сообщили в Минэнергетике. Еще один танкер идет на Кубу, да. Так что я смотрю на эту всю ситуацию совершенно оптимистично. И то, что видно, когда они думали, Трампу понравится, когда приехали, поцеловали ему ботинок, и на этом все закончится, королевские почести получил и хватит с тебя. Нет, ему деньги нужны. Деньги. И пока он из Европы, как из того в анекдоте кота, все до последней капли самогона не выжмет, он не остановится. И здесь, по всей видимости, договоренности, очень взаимовыгодные договоренности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией ведут к завершению украинского конфликта. Как? И капитуляция Украины. И я думаю, что капитуляция Украины произойдет где-то в сентябре месяце. Конечно, я могу ошибаться, там прогнозы все делают, их всячески их делается, но я просто цифры пытаюсь складывать. Это моя... От этого мне иногда бывает трудно высказать мысли, потому что цифр слишком много получается в этой мысли. Но все цифры, начиная от финансов, кто с финансами? Ну, посмотрите, у нас с вами украинский бюджет на этот год где-то 115 миллиардов долларов. Да? Собственных доходов 70 миллиардов. Дефицит 45 миллиардов долларов. Чего заявила Кая Каллас, когда приехала медальку получать в Киеве? Она совершенно откровенно, прямо и просто сказала о том, что мы не можем гарантировать, что Украина получит кредит в 90 миллиардов, и что в этом году
45 миллиардов. Так необходимо для компенсации вот этого дефицита бюджета, что они поступят. А что это такое? У нас с вами на сегодняшний момент военная часть бюджета составляет 60-65%. А это практически 70 миллиардов, которые Украина собирает свое. Социальная сфера, медицина, государственный аппарат, полиция, образование. Ну, все существует, пенсии пенсионерам. Все существует за счет тех денег, которые дает за граница. А за границу приехал и говорит, не можем, не дадим. И в ситуации дестабилизации этого самого рынка нефти, если получилось бы у меня, я уже который третий или пятый раз это повторяю, донести до ваших зрителей, какая это тонкая грань, баланс, мировой баланс нефти. Это очень тонкая грань, и нарушение этой грани страдает самый главный континент. Терпило всех терпил. Европейский Союз. Он страдает тяжелее всего. И вот кажется, все, что сейчас происходит, направлено на то, что этого терпилу выдает до последнего. У него не будет возможности дать Украине ни денег, ни оружия. Ну, Украина, вот по подсчетам там, Гетманцева я смотрел, то, что он там заявляет, еще что-то, то где-то сможет продержаться хотя бы какими-то очагами сопротивления, где-то до сентября месяца. Потом все. Потом полный конец. Воевать без денег и без оружия невозможно. Ну, разве что деревянными автоматами, которых вот они сейчас деток тренируют, когда там кричат там «Батьку Бандера», Украина маты дают деревянный автомат, и с ним они по стадиону бегают. Разве что с этим. Понимаете, это особая боль. Дети, автоматы, вот это все, что происходит. Сегодня такая полуанекдотическая ситуация, есть черный юмор, конечно. Анекдот, если кто-то любит анекдоты с черным юмором. Во Львове таможенник напал с ножом на ТЦКшника. Второй погиб. Значит, вот эти кадры, да, расходятся. В общем, мы пытались спасти, был удар в шею, было возле какого-то, чуть ли там не алкогольного магазина это все, как бы происшествие. Они пытались, сообщение о том, что пытались бусифицировать, видимо, да, а этот таможенник, как бы, его уже задержали, собственно, показали, отрапортовали, отчитались, что вот этот таможенник, имя, фамилия, все уже есть, и, соответственно, мы понимаем, что, как бы, таможенник, ТЦКшник, печальный исход для ТЦКшника, но люди видят последние дни, какой беспредел творится, поэтому в комментариях, давайте так, разные комментарии этой новости. Что вы думаете по поводу, уже фактически гражданской войны внутри ТЦК, где привлекаются титушки, где вот эти, скажем так, сами людоловы, они выходят прям как на охоту, но и за ними уже начинают охоту люди. Если все заканчивается, то куда столько народу гребут? Под какой-то последний бой? Он трудный самый. Никто не говорит о уровне потерь. Об уровне потерь врут, просто безбожно врут. Уровень потерь колоссальный. Просто колоссальный. Это первое. Второе, да, это неизбежное явление. Совершенно неизбежное явление. И вот, все же, наверное, видели этот парень в белом, да, эти вот ролики, которые крутят в Днепропетровске. Вот, когда, таким отчаянным, героическим рывком парень в белом спас своего товарища. Это когда из другой области приехали бусификаторы, чтобы прямо в центре Днепропетровска, это там возле памятника павшим воинам в Днепре, знают Днепропетровск, вот, бусифицировать человека. На сегодняшний день мне уже известны такие факты, я думаю, это правильно. Я думаю, молодые люди призывного возраста, которые отрицают войну за Зеленского, которые отрицают войну за то, что этот товарищ системно обогащается, сжигая, уничтожая, расчищая Украину от украинцев. И этим людям необходимо держаться вместе. На самом деле, то есть, вот живут парни, там, скажем, от 25 и старше, живут в одном дворе.
Хорошо, то есть не выходить поодиночке, брать контакты друг друга, сделать систему сирены. То есть, как только кого-то таким образом бусифицируют, я подчеркиваю, бусификация вне Конституции, вне закона, в нарушение прав человека. Как только происходит, тогда кнопочку нажал, всех вызывает. И это будет становиться все более и более системным. Вы, Александр, напомнили о смертной казни, которую возобновляет Израиль против террористов. Ну, я думаю, что вот здесь мы с вами подходим к интересному моменту. Моменту, когда правительство Украины, Зеленский, даст разрешение ТЦК открывать огонь на поражение по гражданам Украины. Ибо сопротивление, которое неизбежно будет расти, неизбежно. Тех 2 миллиона мужчин, за которыми еще сегодня охотится ТЦК, не хотят идти на войну. Слушайте, если бы они хотели идти на войну, они пришли бы в военкомат. Эти люди хотят мира. Они хотят остановку войны на любых условиях. А им говорят, нет, у Зеленского другие планы. Еще не все заработали. Еще не все вопросы решены вместе с Лондоном. Надо идти. Берут этих людей, унижают, опускают. Массовые факты сексуального насилия для того, чтобы сломать человека. Естественно, когда это происходит, и человек это знает. Когда его родственника так уничтожили, и потом в деревянном макинтоше в гробу прислали обратно, или вообще пропал без вести, что основная масса там, то тогда человек берет нож и бьет в шею. Понимаете? То есть это хуже всего быть жертвой. Уж лучше в тюрьму пойти, нежели под такую систему унижения, перемалывания, уничтожения и выбрасывания насмерть. Вот. Так что это сопротивление будет и далее увеличиваться. Методы и способы, они неизбежно, понимаете, будут обостряться. Ведь если вас закрыли в концентрационном лагере, если возможности бежать из этого концентрационного лагеря нет, то вы сделаете все, чтобы в газовую камеру не попасть. А эти газовые бусики, газовые камеры, эти бусификаторы, они системно, как черные воронки, ездят по стране. И против этого надо что-то делать. То есть, когда на сегодняшний момент усиливается мобилизация, когда на сегодняшний момент, не стесняясь, украинская власть заявляет о том, что Киев еще не почувствовал мобилизацию. У нас есть села, в которых мужиков не осталось. Уже все свои головушки сложили или кто-то служит. А в Киеве мужиков еще полно, есть что взять. Так вот, в этой ситуации необходимо понять, что если возможности бежать из концлагеря нет, необходимо не быть жертвой. Необходимо сохранить человеческое достоинство. Необходимо остаться мужчиной. Необходимо оказывать сопротивление. В одиночку невозможно. Вот по поводу мужчины. Вот смотрите, я умилялся. Был такой, помните, Новый канал. Он и есть Новый канал в Украине. И там были там расследования, журналисты, новости. И там был такой один из ведущих, Шаманов. Он там проекты всякие вел, там новости читал, другие там телевидением занимался. А сейчас же что? Сейчас же там мобилизация, и он надел форму и был спикером Киевской городской администрации. Как бы узнаваемое лицо, и, в общем, там военные сводки, все, да. Потом он вроде как сейчас не спикер, сейчас там девчину какую-то поставили. Но он же остался и в форме. Как бы... На фронт, наверное, поехал? Нет, сидит в студии, рассказывает. Давайте очень коротко послушаем. Тіма порівнює Україну за, можливо, порівняння недоречні, але з Ізраїлем. Він оточений арабськими країнами, він в війні 47 чи 49-го року. І, відповідно, кожен, хто може допомагати, брати участь, воювати, стріляти, це робить. І так само ставлення в суспільстві, що якщо ти, як то кажуть, не служив, не чоловік. Я дуже хотів би, щоб таке ставлення було і у нас в суспільстві. Ми прекрасно розуміємо, що географічно ми будемо межувати з Росією. Що там буде відбуватися в Росії? Після Путіна невідомо, хто прийде до влади. Але так чи інакше, це залишиться загрозою, постійною загрозою. Тому ми маємо завжди мати силу і міць дати їм позицію. То есть мы всегда должны иметь силу и крепость, дать по зубам России, не служил, не мужчина. И опять вот эта мантра о том, что давайте как в Израиле, который окружен врагами. И мы, собственно, так должны... Кто придет после Путина, вообще ж непонятно, да, может все гораздо хуже, поэтому стійкість, незламність и потужність. И самое главное, вот эта апелляция. Мужчина или не мужчина? Понимаете?
Мгм. Апелляция к вот этому моральному, да, к вот этому на слабо. а, И как-то, знаете, Дешевая спекуляция это, Александр, дешевая спекуляция на самом деле. Не слабо это защитить себя и не пойти сложить свою голову за интересы Зеленского. Вот это по-мужски. По-мужски это остановить разрушение страны своей собственной. По-мужски это взять, посмотреть на тенденции и понять, что страну очищают от украинцев. Украину вычищают, вырезают от украинцев. Это, знаете, это как эти Шариковы у Булгакова, да, работающие в отделе, под отделе очистки. Да? Мы их душили. Вот это то, что происходит на сегодняшний день. Душат. Так вот, по-мужски противостоять этому. Я еще раз подчеркну, противостоять поодиночке невозможно. Они поэтому стаями и ездят. Здесь нет другого выхода. Мужики, просто нет другого выхода. Есть возможность – бегите. Нет такой возможности, то тогда надо объединяться и сигнальными кнопками, условно говоря, обмениваться. И необходимо защищать себя. Невозможно просидеть в подвале 4 года. Невозможно просидеть в квартире, ты все равно выходишь. И ты можешь попасть, как, собственно, и попадают. Неожиданно совершенно людей из машин вытаскивают, с велосипедов снимают, с работы забирают заправщиков, которые стоят, заправляют автомобили. Вот. И в этой ситуации необходимо, это сопротивление должно быть более или менее организованным. Очень, очень важно понимать одну вещь. Вот для тех людей, которые сегодня начинают организовываться в группы по оказанию сопротивления хунте Зеленского, вот этим людям необходимо внутренне понимать, что на самом-то деле это сопротивление вы организовываете, потому что вы на это имеете право. Право природное, право конституционное, право законное. И если вы видите, что эти люди уничтожают вашу страну, то ваше поведение патриотическое. Патриотизм заключается не в том, чтобы страну уничтожить, а в том, чтобы сохранить и развить. Патриотизм – это не в том, чтобы ненавидеть и разрушать, а в том, чтобы любить и приумножать. Патриотизм – это в том, чтобы батарея была теплая. Это в том, чтобы новые фабрики и заводы строились. Это чтобы люди женились, детей рожали, чтобы безопасность была и войны не было. Понимаете, вот этот вот переворот, который сегодня сделали внутри каждого украинца, чуть ли не каждого украинца, когда на самом-то деле перепутали, что есть хорошо, а что есть плохо, это суть нашей трагедии украинской. Знаете, открывай Маяковского и читать начинай. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, это все поменяли местами. Ненависть, разрушение, убийство и смерть поставили во главу угла. А наоборот, созидание, мир, безопасность опустили. Вот, братцы, просто остановитесь, верните систему координат в исходное и поймите, что вот эти бусификаторы, Зеленские, вся банда, которая вокруг них, это самые настоящие преступники, уничтожающие вашу страну, вашу родину, вашу семью и вашу жизнь, желающие забрать. да, значит, друзья, давайте подведем итог нашего сегодняшнего вопроса. Он такой. Кто будет отдавать долги Украины? 9%. Путин обменяет на активы на Западе и, видимо, прихватит Украину. Значит, 16%. Плевать, я вне юрисдикции Украины. 26% никто, долги простят. Ну и 50% считают, что это украинцы поколениями, да, будут выплачивать под этим ярмом, да, и, в общем, никто не простит никакие долги. Вот так считают люди. Ну, я вам скажу, это 50%, вероятно, людей старшего поколения, которые ответственны и которые привыкли долги отдавать. Вот. Но исторический опыт показывает, что простят. Потому что долги, которые создавались, они создавались под конкретную цель. Это понимают те, кто деньги давал, и те, кто эти деньги брал. Целью это было достижение, выполнение задачи по нанесению стратегического поражения России. А здесь все методы и средства хороши, и деньги считать не надо. Вы валите, так давались эти деньги, вы валите, а потом разберем. Никто не будет эти деньги требовать обратно.
Да, друзья, перейдем сейчас непосредственно к вашим вопросам. Спасибо большое, что поставили лайк. Подпишитесь на телеграм-канал и ютуб-канал Василия Волги. Ссылки в описании к этому видео. Переходите, интересуйтесь. Начнем с вопросов из сообщества YouTube, а потом перейдем к чату нашей сегодняшней трансляции. Значит, те, которые заблаговременно оставили вопросы, вот Лина Востроилова спрашивает. Люди эмоционально истощены, непонятно, куда развиваться. Запад туго воспринимает. Терпилка резиновая или порвется? Ну, мы, кажется, вот сейчас как раз-таки и говорили о фактах, уже не единичных, а массовых сопротивления. Эта терпилка порвалась. Василий Александрович с 2006 года в парламенте, лидер партии, потом и блока левых сил. Вопрос, а как так получилось, что левое крыло оппозиции профукало страну? Ведь если бы вели более агрессивную политику, как правое, может быть, было бы больше сторонников, активистов. А то вспомнить, кроме как про билборды перед выборами и концертах к 9 мая, о левой карманной оппозиции, по сути, и нечего. Ой, ну это такой длинный ответ получится на все это. Вы знаете, мне пришлось именно потому, что я сопротивлялся этому процессу, который был. И процессу движения в НАТО, и процессу... тогда уже даже при Януковиче было обострение отношений между Россией и Украиной. Слабое, но оно начинало расти. В общем-то, у меня были непростые времена. Очень непростые времена. Ну и насколько я считаю, то, что я мог сделать, я делал. Когда я уже в конце концов пережил покушение на свою жизнь со стороны радикалов там в Запорожье, там, ну я говорил, кто хочет в интернете, можете увидеть, это было в прямом эфире, все там и так далее. Вот, то тогда, ну все, меня вышибли, меня поломали, мне пришлось здоровье приводить в порядок. В общем, длинная была история. Так что я считаю, я делал и продолжаю делать все, что в моих силах. Угу. Значит, вот такой вопрос от Петра. Василий Александрович, последняя свежая встреча Пашиняна с Путиным в Москве окончательно убедила меня в том, что все современные лидеры, в кавычках, стран работают по одному и тому же техническому регламенту и выполняют одну и ту же функцию. Как в таком разе можно вообще что-то говорить о суверенитете страны? Как таковой? Такой непонятный вопрос. Все работают, конечно, по одному техническому. У всех существуют протоколы, в соответствии с которыми работают. Протоколы согласованы. Что имели в виду? Вы имели в виду то, что сильный всегда подавляет слабого? Ну да. Все суверенитеты относительны. Ну, всегда истинным суверенитетом пользуется гегемон. То есть, это самая сильная страна. Вот первым гегемоном у нас в 15 веке стала Голландия, 100 лет была, сегодня это Соединенные Штаты, которые творят все, что хотят, их никто не может осудить. Максимальный суверенитет, да и то он относительный. Вот. А страны, которые послабее, независимы. То, что происходит в конце концов, когда гегемоны выходят из-под контроля, вернее, страны не гегемона, а сильные страны выходят из-под контроля гегемона, начинаются столкновения и войны по всему миру, то, что сейчас происходит. Ну, такая жизнь, а что делать? Угу. Так, значит, народное творчество, год 26-й. Белая Тойота под моим окном, притаилась тихо, словно ни при чем, ковыляет мимо хилый мужичок, 5 парней из буса, на беднягу скок, вот и был и нету, ибо был не дюж, не придет к обеду чей-то сын и муж, и стоит Тойота в сонной тишине, снова ждут кого-то, чтоб скормить войне. Вопрос, каким будет финал этого творения? Массовое народное сопротивление. Это неизбежно. И тем более сейчас, когда власть начинает все более и более шататься, качаться, когда сейчас возникнут проблемы с выплатами пенсий, социальных пособий, когда зарплата бюджетникам не будет выплачиваться. Ну, то есть, все последствия войны, когда сейчас без денег войны будут ложиться на плечи оставшейся части украинского народа, то будет массовое сопротивление. Вот такого будут последствия. Там, не знаю, там, наверное, знаете, дописать надо, что так как когда-то полицаев, вспомогательной полиции во время оккупации, гитлеровской оккупации Украины, да, полицаев немецкой вспомогательной полиции, это же все, которые жили в городах и селах Украины, брали на карандаш односельчане. А потом, когда немцы уходили, их вешали. Вот как только режим Зеленского рухнет, то, я думаю, надо там дописать пару строк, что то же самое ждет и этих полицаев ТЦК, вспомогательной полиции, которые сегодня издеваются над людьми, издеваются над народом.
Чат трансляции, переходим сюда. Вопрос. Может быть такое, что в Украине создают условия, чтобы вернувшиеся с войны украинцы сами поняли, что в Украине делать нечего, и умотали в Европу, а Европа получит лихие 90-е у себя дома? У Европы и так проблем масса без украинцев, это первое. Вот. Во-вторых, украинцы, которые вернутся с поля боя, это будет основная политическая сила, которая будет дестабилизировать политическую и правовую ситуацию на самой Украине. Вот. Они не просто придут, они придут за своим. Они уже об этом заявляют, и там горячих голов достаточно. Они придут за своим и будут требовать. Вот. Ну, а вот эта ситуация, она же не складывается вот просто так. Она складывается из объективных явлений. И объективные явления ведут к разрушению капитуляции Украины. Как уж эти воины себя поведут, я думаю, без введения каких-то международных миротворческих сил удержать правопорядок на Украине будет невозможно. Мгм. Доброй Владивостокской ночи, Наталья пишет. Зачем Зеленский так страстно выбивает деньги? Со стороны иногда кажется, что прям патриот или действительно на кону жизнь, ведь уже наворовал и на правнуков же хватит. Поймите верно, что думаете по этому поводу? Ну, у него зачем так страстно выбивать? Потому что войну надо продолжать, потому что он находится в этой рамке, потому что завершение войны для Зеленского – это приговор. И не факт, что Лондон успеет его приютить, и он успеет бежать. Примеры тому есть, когда бежать не успели. Например, семья Чаушеску не успела бежать в Советский Союз. Вот. То есть, всякое может произойти. И для него это угроза, прямая угроза его существования. Ну, да, и он находится в процессе, он находится в рамках военной логики и военных действий. Он будет биться до конца. Мгм. Значит, следующий вопрос. Почему Россия не попросит негласно у Белоруссии помощи ЧВК «Вагнер»? Чем вообще сейчас Вагнер занимается? Артур интересуется. Я думаю, после некоторых событий, когда ЧВК «Вагнер» поднимала бунт против центрального руководства вооруженными силами Российской Федерации, очень осторожно относится Россия к ЧВК «Вагнер». Я думаю, это так. Мгм. Сможет ли Украина вернуть наворованное? Вот какой вопрос поднимает Елена. Украина вернуть наворованное? Ну, сейчас же как бы мошенничество рассматривается американцами. А, вот это имеется в виду. Так это не Украина должна воровать, а Зеленские и компания. Смогут ли они вернуть? Да если американцы захотят, конечно, все вернут. На сегодняшний день в мире нет тайн в области финансов. Деньги спрятать практически невозможно. И эти деньги находятся на счетах Зеленского и всей его гоп-компании той простой причине, что существуют таковые договоренности. Держи. Но я думаю, основные деньги, которые сегодня существуют, это деньги от Европы. Пилили европейские деньги в основном. Вот они, я думаю, боялись пилить американские деньги. Но пилили европейские деньги вместе с Урсулой, ну и вместе с чиновниками Европейского Союза. Здесь нос в порошке у всех. Вот. И по этой причине они будут прикрывать и прикрывают. Но где находятся деньги Зеленского, знает все до миллиона, это вы не сомневаетесь. Да, вот так нравится, спрашивает пользователь. Это прямой эфир? Да, прямой. Что ни на есть, самый прямой. Общаемся с вами, уважаемая аудитория. Пишите свои вопросы. Вопрос. Что должно произойти на Украине, чтобы ваши предположения стали реальностью? Я имею в виду восстание, спрашивает пользователь. Ну, до восстания дело еще очень далеко. И я думаю, что просто не будет времени, ну, физически времени, хронологически недостаточно времени, чтобы люди организовались в такую силу, чтобы поднять восстание. Этого до сентября месяца не так много времени. Я еще раз повторю, я считаю, что в сентябре месяце Украина капитулирует. Вот. Я говорю об оказании организованного сопротивления. Людей, проживающих рядом, чтобы люди стали плечом к плечу друг к другу. Но, как мы уже видим, эти факты, массовые факты на Украине, когда случайные прохожие защищают друг друга, но когда эта деятельность просто будет координироваться друзьями по двору, вот просто здесь вот ребятами, парнями там крепкими, 25, 30, 50 лет, которые в состоянии оказать сопротивление, за себя постоять, то вот это сопротивление, ну, я думаю, да, мы его уже наблюдаем фактически.
Уже наблюдаем. Я просто считаю необходимым, понимаете, людям, которые не могут бежать сегодня, мужчинам, которые не могут бежать из этого концлагеря, им необходимо дать нравственное обоснование, законодательное обоснование, конституционное обоснование этих действий, защищать свою жизнь от садистов, которые издеваются над ними, садистов, возведенных в ранг государственной политики. От государственного садизма эти люди должны понимать, что они делают правое дело, им сопротивляясь. Мгм. Значит, Януковича свободно могли осилить за 5 миллиардов американских, а здесь предоставили уже непосредственно Зеленскому сотни миллиардов. Ребята оказались бессильны против такой массы денег, поэтому взяли, и поэтому не сломить Зеленского, если мерить власть Зеленского в деньгах. Согласитесь с таким утверждением? Ой, я пропустил, мне прямо кто-то пишет из передачи сюда, я отвлекся, Александр, а можно еще раз? Ну, смотрите, Януковичу давали там миллиарды, да, там за 5 Так. миллиардов, там, ну, так оценивают, да, на Майдан, на все, и смогли свалить Януковича. И вообще тогда и доллар был другой, Это и цены заявление были. Да-да. Мгм. Да, а Зеленскому дали сотни миллиардов, пишет пользователь. Сотни миллиардов. Соответственно, его так просто не убрать, потому что за ним стоит вот эта сила этих денег. Согласитесь с этим или нет? Да, конечно, но в первую очередь за счет этих денег создан мощный репрессивный аппарат. Мощный репрессивный аппарат, и здесь надо понимать, что мы также имеем дело с очень серьезным изменением социального сознания, общественного сознания. Изменение общественного сознания приводит к тому, что в условиях войны оказывать сопротивление варварским, садистским действиям государства против своих граждан очень сложно. Потому что, еще масса считает, что вы должны. Вы должны. И вот этот весь комплекс, то есть война, измененное сознание, покалеченное, к сожалению, сознание очень многих украинцев, бандеровская идеология, идеология радикального национализма, вот идеология отрыва от корней, отрыва от церкви, отрыва от культуры, отрыва от самих себя, это привело к тому, что эффективно действующий сегодня аппарат подавления действует эффективно, скажем так. И Так, Зеленского трудно сковырнуть. Дмитрий спрашивает у вас про Зеленскую. Правду говорят, что участвуют в схемах по похищениям и продаже детей для самых ужасных вещей, о которых частично знаем из файлов Эпштейна, или это все вранье и ПСО? Так откуда ж мы это можем с вами знать? Я вообще не сторонник о таких вещах говорить. Это запредельно, дорогие друзья. Вот тогда, когда у нас по этому поводу это страшное обвинение в страшных преступлениях, это преступление против человечности, то здесь только тогда, когда будут хоть какие-то факты. Сегодня это домыслы, фактов нет. Это да. Значит, Зеленский боится сдать власть, потому что его порвут. Вот вопрос от пользователя. Если один Зеленский отмороженный, может быть потому, что второй в холодильнике? Ну, а чего? Он как-то сам на себя не похож стал. Выбирали молодого актера, красивого. Ну, А что может быть, получили? может быть, ему в последнее время нужно все больше и больше медикаментов каких-то от стрессовых ситуаций там принимать, а это откладывает отпечаток, увы. Алкоголизм откладывает отпечаток, излишнее увлечение парацетамолом откладывает отпечаток, то есть все может быть. Перестаньте врать жителям Украины, возмущается Вячеслав о восстаниях и капитуляции. Война будет длиться, пока не закончатся жители. Освобождается территория для народа без земли. Вот и все. Самое печальное, что эта шутка может оказаться правдой. Я ярый сторонник теории заговора, но что-то, знаете, чем дальше, тем больше я смотрю на то, что все происходит так, что как будто у Зеленского есть действительно прочно утвержденный план по очистке Украины от украинцев. Так. Ну, тут, конечно, пишут, что нет никакой России, есть колониальная администрация Соединенных Штатов Америки, гауляйтер Кириенко.
послушайте там Игоря Острецова. И поэтому, ну, вот так вот. Окей. Окей. Да. Так, значит, друзья, так, ну, давайте закончим вот этим вопросом. Он такой с юмором и не с юмором. Куда Волга ведет в Украину? Куда Волга ведет Украину? Какая у него цель? Вот такой вопрос задают. Построение государства социальной справедливости в едином союзе братских народов. Русских, белорусов и украинцев. Восстановление мира между нашими странами. Национализация бюджетообразующих отраслей и реализация реальных механизмов социальной справедливости на Украине. Да, хорошая точка нашего сегодняшнего эфира. Подробности у Василия на канале. Переходите, интересуйтесь, подписывайтесь, комментируйте, залетайте на YouTube. Друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашей сегодняшней встрече. Василий Александрович, спасибо за время и мысли. Всего хорошего, друзья. Спасибо, Александр, за приглашение. Берегите себя, добра и